Ну что, мои прекрасные, я вас приветствую. Приветствую вас на своем канале, приветствую вас в шкатулке. Меня зовут Юлия, и мы сегодня с вами смотрим декабрь. Хороший месяц, наверное, должен быть, по идее. Ноябрь отыгрался у всех по-разному. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. У кого-то проигрались конкретно все события, у кого-то частично. Ну, собственно, общий расклад, он на то и общий, что мы все в любом случае индивидуальны. И какие-то моменты осознав, например, да, мы уже, безусловно, в будущем можем что-то предотвратить. Почему будущее вариативно? Ну, потому что от сегодняшней точки мы можем менять. То есть, что такое будущее? Будущее – это сейчас. Ну, на самом деле, да? Будущее – это сейчас. Это не где-то там, за горизонтом, а это принятые вами решения, мысли, выборы, да, сегодня. В зависимости от того, что вы выбрали сегодня, подумали, приняли решение, таким будет ваше завтра, послезавтра, ну и, возможно, более туда дальше продолжительное время. Поэтому я призываю и так часто говорю, запихните себя в один день. Старайтесь прожить один день максимально в сконцентрированном внимании. Что вы думаете, что вы делаете, о чем вы думаете, куда вы несете свою энергию, для чего вы это делаете, приносит ли вам это удовольствие и счастье, вынуждены ли это какие-то действия. И если вы очень сильно не хотите чего-то делать, задумайтесь, как вы можете переключить свое внимание, перестать, да, то есть встать в позицию взрослого человека и начать понять, что, собственно, моя жизнь есть моя ответственность, и это совокупность моих выборов, мыслей и действий, да, и никак иначе, и никак иначе. И никакие внешние факторы не могут на вас повлиять, если вы подходите к вопросу четко, к задачам, да, четко, структурно, с пониманием, что сейчас мне необходимо решить, мне не нужно убегать от этой ситуации, мне не нужно стараться откладывать ее и отмахиваться от нее. Если эта ситуация назойливо возвращается в мою жизнь, значит, мне что-то необходимо в ней понять, осознать и закрыть ее уже наконец-таки. Да, наконец-таки. Ну, потому что, откладывая ее, она не уходит в прошлое, как это может казаться. Откладывая какие-то ситуации, очевидные решения, она возвращается в будущем. И просто, возможно, до того момента, когда наконец-то человек осознает и решит ее со всем вниманием и включенностью. Разрешит, поставит нужные точки где-то, да, как говорится, расставит точки над и наконец-то станет все прозрачно, понятно. И когда ты приходишь в это понимание, тебе на самом деле становится приблизительно понятно, как сегодня жить для того, чтобы что-то получить в будущем. Да? Чтобы что-то получить в будущем. Любое действие сопровождается обратной реакцией из будущих сформированных событий. То есть оно формируется и складывается каждый день. Да, каждый день. Поэтому так важно развивать свою интуицию, развивать свое чувствование. Так важно все-таки чистить свою голову прекрасную, не забивать ее всякой ерундой, да, выметать оттуда весь ненужный хлам, который мешает вам быть сегодня счастливыми. Поэтому каждый месяц, делая прогноз, все-таки я понимаю, что этот прогноз, он складывается не откуда-то там сверху вам его спустили. Нет, это просто, знаете как, прогноз на то ваше сегодня, которое вы осознали, которое вы поняли, которое вы себе продумали или хотите продумать. Ну и, в принципе, для чего делаются прогнозы? Для того, чтобы вы переосмыслили какие-то моменты и что-то избежали в своей жизни или куда-то пошли прям очень быстрым шагом. Если, например, для вас на тонком плане что-то интересненькое формируется, да, формируется. 3 прекрасных минерала у нас сегодня с вами, которые будут вам подмигивать, подсвечивать информацию. Кто-то за минералом ходит, кто-то за вариантом, за номером, да, 1, 2, 3, за номером.
Поэтому тут смотрите, конечно, как вам удобно. Таро Рекхема сегодня будет у нас работать. И этому Таро у меня уже, оказывается, года 2,5, а я про него забыла. А тут я делала уборку, колод-то очень много, и смотрю, а он у меня, колода это точнее у меня, там в закромах где-то спряталась. Я такая, вот, ничего себе, оказывается, у меня и такое Таро есть. Думаю, ну, надо поработать. И она с удовольствием откликнулась, потому что, видать, заскучала. Заскучала. Посмотрим, что скажет. Посмотрим, что она нам скажет, что проведет. Она готова, колесница, она готова работать, поэтому давайте. Ну и, конечно, все посмотрим, как всегда, по порядку. Общие энергии, вашу работу, вашу личную жизнь или ее отсутствие, да, и посмотрим ваше приблизительно здоровье. И будем начинать. Так, мне бы еще по порядку бы так положить, чтобы я их не перепутала, потому что я могу. Что-то вы тут пробуксовываете немножко по первому варианту. Сейчас посмотрим, в чем пробуксовываете. Вижу, как крутится колесо, но оно делает оборотов больше, чем движение происходит. Где-то пробуксовка. Так, сейчас посмотрим, чтобы все же еще влезло в кадр. Общие энергии декабря. Деньги, работа, хобби, личная жизнь. Для тех, кто пока находится в абсолютном свободном, открытом полете относительно личной жизни. И тенденции вашего здоровья в декабре. На что вам обратить ваше пристальное внимание? И я буду начинать. Общий тенденции. У меня какое-то волнение здесь у вас. Что у вас? У вас какое-то то ли событие предстоящее, может быть, да, то ли вот вы чего-то ждете от этого декабря, то ли вы делали какие-то действия, ждете прорыва, или надеетесь на какой-то результат. Потому что у меня очень сильный тремор ощущается. Обычно такой тремор, он как или очень волнующий перед чем-то, или вы ждете каких-то последствий чего-то. То есть, вот знаете, это состояние предвкушения. Я не могу сказать, что оно мега радостное, оно непонятное для меня, ну, я не понимаю пока негативное, положительное, но это какое-то предвкушение, то ли вы просто чувствуете. Иногда такое бывает, когда у человека формируется ощущение, что вот-вот что-то произойдет, но это, знаете, может быть, по моим личным, конечно же, только наблюдениям, предстоящее раскрытие потенциала и пока его какого-то слоя, и пока человек это чувствует, но охарактеризовать не может, как пружина должна разжаться. Здесь вот что-то, такие ощущения. 7 кубков. Ух ты, декабрь будет развеивать ваши иллюзии, мои хорошие. Декабрь будет показывать вам очень много событий, которые вы, скорее всего, или увидите с новой стороны, или будете понимать, что что-то не то. И я говорю вот ощущение, вот я это прям очень ярко здесь на первом варианте чувствую. Какое-то вот будет ощущение, что или вам хотят показать что-то, и вы видите, что это не то, да, то есть декабрь будет как-то вот для вас очень интересным ощущением, что вы будете продираться через ложные видения к истине. Не знаю почему, чувствую вот примерно так. Сейчас еще я дополню, конечно, 7 кубков, но здесь все это или вы будете видеть, как много иллюзорного вокруг вас, что на самом деле
мир перевернут, все не то, чем кажется. Здесь может идти слом видения, слом мировоззрения, выстраивается что-то новое. Или же вас будут хотеть запутать в иллюзиях. Я дополню. Конечно же, я раскрою, потому что по одной карте достаточно сложно. Нет, все-таки, еще карта перевернутая, все-таки рыцарь мечей здесь говорит о том, что вы будете, как я изначально сказала, пытаться пройти сквозь эти иллюзии. Смотрите, будет ощущение, прям вот это вот ощущение именно, прорваться сквозь какой-то туман, прорваться сквозь непонятную ситуацию, докопаться до этой истины, дойти до какого-то результата, увидеть, что происходит, может быть, еще, да, вот такое вот. То есть декабрь будет прям, вы будете что-то исследовать, изучать, у вас мечи, вы будете прям стараться в голове сделать как можно яснее. У вас будут складываться какие-то пазлы в голове, то есть новое видение на что-то. У вас очень много отлетит того, что возможно, на то, что, возможно, вы раньше опирались. Но это интересно. Но все-таки башня, да? Ну, то есть все-таки лопнут какие-то, ну, прям иллюзии, может быть, относительно себя, может быть, относительно окружения. То есть я не могу сказать, что я же не один день декабрь сейчас мы смотрим, а общие энергии. Все ситуации, которые вы будете проходить, все, что будет вокруг вас, а мне почему-то идет чувство удивления. Вы будете удивляться, да, вы будете удивляться и видеть совершенно все в другом цвете и свете, возможно, да. То есть здесь вот будет ощущение того, что елки-палки, все на самом деле ведь по-другому оказывается, да. Может быть, хороший внутренний момент взросления такой произойдет. Так. Да, у вас в большей еще степени вы можете все-таки видеть и наблюдать, я это называю, да, цирк вокруг себя. Вы можете начать видеть, как люди играют в иллюзии, да, какие-то роли проигрывают, и вы можете быть наблюдателем. Все-таки паж мечей часто, не часто, а в данном аспекте наблюдатель. То есть вы будете наблюдать, да, и вам будет хотеться увидеть прям вот эту истину, которая кроется за всеми вот этими иллюзиями и фантазиями. Будет у вас ли получаться? Да, потому что это все-таки паж кубков, вы начнете ощущать, вы начнете не сколько анализировать, а вы начнете ощущать фальшь. Декабрь такой интересный у вас, интересный, да. Постоянно мне здесь восьмерку пентаклей подсвечивают, прям вы поднатаскаете себя в этом. Давайте я хочу еще посмотреть, с чем придете к концу декабря, да, в целом. С чем придете к концу декабря в целом. Ну, в любом случае, вам очень много вещей станет понятно. Прям правда, много вещей станет для вас прозрачно, понятно. И за счет этого у вас уйдет большое количество каких-то внутренних переживаний и каких-то внутренних сопротивлений, может быть, конфликтов, потому что двойка кубков. Все-таки внутри станет более спокойно, гармонично. К концу декабря как-то вы для себя много что поймете, много что осознаете, осуществите. Да, это будет трансформация, но трансформация, видите, карта здесь 13-го аркана, как будто бы старое что-то сбросится с вас, да, и вы начнете по-другому ощущать. Для вас декабрь может быть трансформационный. Вы примете много решений относительно себя, и многие эти решения будут именно вам на пользу, да, они будут именно от вашего сердца. Интересно, интересно. Это может быть не одно событие, я читаю в общем, да, что будет для вас декабрь. Деньги ваши, деньги, хобби, работа. Ну, давайте так, это четверка мечей, вы не очень будете активны относительно финансов в декабре. Может быть, у вас выпадает на этот момент отпуск, или вы захотите уйти в отпуск, или будете рассматривать момент того, что вы устали и хотите отдохнуть. Может быть чувство усталости, может быть чувство небольшого выгорания. Я объясню почему. Вот сюда на моменты переосмыслений, видений каких-то новых ситуаций, да,
простраивание новых нейронных связей в голове забирает много энергии. Да, забирает много энергии, или изучение чего-то, или желание увидеть, разобраться, действительно затрагивает много энергии. Поэтому я могу сказать, что в целом в декабре, скорее всего, я еще эти карты не видела, но я могу предположить, вы будете заняты очень глубоко больше внутренними переосмыслениями, внутренними осознаниями, внутренними изменениями, и поэтому внешние сферы жизни, они могут вяло текущие быть, ну вот как есть, так и будет, да, пока, например. Или же вы будете принимать конкретные решения относительно сфер. У меня ощущение, что декабрь, он у вас, знаете, может быть как затишье такое. Затишье, потому что вы будете простраивать себе новую точку сборки. У вас будет простраиваться, я это называю новая точка сборки. Ну, не только я, но вообще в целом. Что там еще по деньгам? Вообще в целом как будет, в общем-то, по деньгам? Нормально. Это 4 пентаклей. Это говорит о том, что в целом, так как есть, наверное, так и будет. Это зона комфорта. То есть это финансовая зона комфорта. Конечно, если она у вас не удовлетворительна, ну, значит, к сожалению, пока она в декабре остается такой же. А если удовлетворительная, пока удовлетворительная. То есть в зависимости здесь от того, на каком уровне вы находитесь. Но я еще вам что хочу сказать. Все-таки в декабре вы также будете пересматривать свои доходы. У вас коснется 7 кубков всех сфер вашей жизни. То есть вы будете полностью все пересматривать. И на некоторые вещи, к некоторым вещам в своей жизни вы потеряете интерес, возможно, даже сферам заработка. Можете потерять интерес, можете понимать, что так как вы двигались, вы больше не можете двигаться, что здесь нужно что-то новое, что, возможно, пора принимать другие решения. Но все равно 2 кубков как карта благоприятная, да, как к концу декабря она у нас легла. Поэтому здесь я могу сказать, что по 4 пентаклей все-таки вы как-то вот вы будете понимать, что вам нужно выходить из зоны комфорта, но в декабре у вас не будет на это энергии. Поэтому даже если вы в декабре что-то затеете, пропишите это и оставьте на новый следующий год. То есть декабрь, он не предполагает у вас рывки, активные действия или какие-то конкретные прорывы, пока именно в финансовой сфере я этого не вижу. У вас не хватит силы и энергии, вы только будете все переосмыслять. Вы только будете все переосмыслять. Это 9 жезлов. То есть вас притормозят. Ваши здесь 2 учителя, 1, 2. Речь идет о том, что притормози. Не торопись, притормози. Тебе не хватает где-то сил, где-то энергии, где-то еще не все ты доосознал как человек, да? Поэтому не спеши. Да, чтобы не ринуться в ложный путь, там 7 мечей, чтобы не ринуться в ложный путь. И не вкладывайте в декабре никуда финансы. Пожалуйста, не надо. По первому варианту, если вам отзывается то, о чем я говорю, если такие процессы у вас уже начали происходить, никуда не несите денежки, приберегите их, пожалуйста, они вам понадобятся. Здесь шкатулочка, да, вот в этой шкатулочке, пожалуйста, их и оставьте. Если у вас есть какие-то сбережения или какая-то подушечка безопасности, пожалуйста, никуда ее не несите. Никакие проекты, ничего в декабре вам будет не нужно. Не спешите менять работу. Вы можете только принять для себя какие-то решения, но не спешите действовать. Энергия придет попозже. Энергия на это придет попозже. Хорошо, что у вас по личной жизни у тех, у кого она есть? У вас очень много перевернутых карт. Это говорит о том, 7 кубков – это иллюзорное перевернутое видение мира. И у вас много карт вышло перевернутых. И мы с вами их возвращаем на место. Это как раз-таки то, что будет происходить в декабре. Возвращение на место видения этого мира. Ну, на то, которое оно по факту должно быть. Так, а что тут по личной жизни? Ну, 9 мечей, ну, у вас будут доливать какие-то моменты. Понятно. Где-то в глубине вы будете или волноваться о том, что
Что-то может узнаться относительно вашей личной жизни, кто-то что-то может узнать, может, тут были какие-то секреты. Да, к сожалению. Да, здесь какие-то тайные секреты были от вас или от вашего партнера, в общем, да, тут, в общем, смотрите, те, кто сейчас находится в отношении, декабрь будет очень разбирающий полеты, да. Очень много карт. Это карта жрицы, это всегда тайна, это всегда скрыто, это всегда непонятно. Это карта семерки мечей, это тоже всегда мошенничество, обманы, ложные, всякие вот эти скрытые нюансы, моменты, да, желание завуалировать, желание как-то спрятать. Карта, ну, тут тоже карта, видите, так тихонечко, видите, как она говорит, тихонько, чтобы никто не узнал, чтобы никто о нашем секрете не узнал. То есть она попугаю рассказывает тут какие-то секреты. Кто-то что-то или кому-то выболтал, или что-то от кого-то скрыл, и декабрь или от вас, или вы от кого-то, и декабрь подразумевает выяснение, прояснение каких-то скрытых ситуаций. Может быть, утаивание финансовых каких-то источников, может быть, это касается каких-то других нюансов. Тут я вам не скажу именно чего, потому что там девятка пентаклей, это могут быть и финансовые вопросы, и вообще в целом какие-либо вопросы касательно совместного пребывания. Или же вылезет относительно того, что кто-то хотел казаться очень самодостаточным, а в итоге не оказался. Пятерка пентаклей. В общем, здесь вылезет какой-то момент именно в быть, а не казаться. С чьей стороны вылезет, не знаю, посмотрите по декабрю. То есть или партнер может увидеть, что то, что он видел у вас, его как-то вот оно не сходится у него, да, или вы можете увидеть в своем партнере, что на самом деле совершенно другая картина относительно самодостаточности, целостности, правильности или еще чего-то, или конкретно деньги, да, или конкретно какие-то моменты по деньгам. Так как ситуация у вас может быть разные ситуации, да, потому что много людей смотрят, вы посмотрите по себе. Если вы сейчас скажете, Юля, ничего вообще не знаю, и мне лично скрывать нечего, ну, если вам действительно скрывать нечего, да, и вы прям можете точно сказать, ну, может что-то вылезти о вашем партнере. Что-то вылезти, или долги какие-то, или еще что-то. То есть что-то, что давно скрыто, что очень прям страх был, это, что об этом узнают, это вылезет по рыцарю жезлов, это обнародуется. И это пятерка пентаклей, да, или потеря денег, или, может быть, тут обман какой-то вылезет, может быть, вашего партнера обманут, и это вылезет в семью, да, и здесь будут материальные потери. Поэтому будьте очень аккуратны и внимательны. Иллюзии будут вскрываться. Для тех, кто не в отношениях, королева пентаклей говорит о том, что вы стабильны в своих процессах. Это неплохо. Давайте посмотрим. Ну, вообще, смотрите. Сейчас я хочу дополнить, я информацию слышу. Если вы не в отношениях, то вы можете быть интересны противоположному полу именно как хорошая пассия для жизни, неважно, мужчина или женщина смотрит, да, то есть хорошая пассия для жизни, но опять же таки вы будете поглощены какими-то вот процессами в декабре. И что здесь, и что здесь? Да, вы будете достаточно соблазнительны, харизматичны, возможно, да, то есть здесь хорошая эта карта. Да, вы действительно будете очень соблазнительны для построения серьезных отношений. Это пентаклевая королева, это императрица. Если мужчины, да, то на женщины начнут обращать внимание, которые именно будут хотеть построить с вами семью. Если это все для тех, кто пока в свободном полете, да, то есть вы будете хотеть, с вами будут хотеть построить семью, будут вас рассматривать на серьезные отношения и женщин, и мужчин. То есть можете прям даже здесь притягательно к этому всему, вы будете притягивать, будете притягательны, да, относительно этого всего. Но я не совсем уверена, что вы захотите, да, что вы захотите именно вот прямо сейчас шагнуть во что-то серьезное. Даже если вы хотите, на самом деле вы можете перепугаться. Или можете почувствовать, что не готовы. Так бывает. Иногда мы кажется, да, я так хочу, потом, когда отношения приходят по факту, или человек конкретно начинает проявлять свои желания, мы можем начать пугаться. У вас может быть страх привязаться, может быть страх привязаться, и тут вот
Там просто двойка мечей мелькнула, да, и вы можете сказать: ой, я что-то вот не готов, как будто бы, да, я вот как будто бы что-то не готов совсем. Что же мне делать? Что же мне делать? Я вам что, карту перепутала? А, нет, все нормально, не перепутала. Ну, перепутала, но сказала так, как есть. Так, император. Вот смотрите, император, императрица. Смотрите, и для мужчин, и для женщин в целом одно и то же. С декабря месяца у вас открывается возможность найти, как это правильно сказать? Я не люблю свою любовь, потому что любовь мы все можем любить, и всех, и вся, да, то есть и не один раз за жизнь. Но смысл в том, что вы действительно сможете найти человека для создания семьи, если по первому варианту это актуально. Не то, что сможете, а к вам он притянется, потому что как бы через вот эти вот осознания, да, вы наконец-то поймете, чего вы на самом деле хотите в декабре. Может быть, это будет уже там к концу декабря, да, может быть, вот прям самое его начало. Мы, конечно, с вами будем еще снимать прогноз на год, да, как мы это в том году делали, но тем не менее. Да, вы наконец-то вот из Луны-то выходите своей прекрасной, и вам начинает становиться понятно, потому что и семерка кубков, и Луна — это иллюзии. Это темно, непонятно, неясно, а вам начнет становиться в декабре ясно. И вы действительно начнете понимать, что ага, так на самом-то деле я вот таких вот отношений хочу. Но не словите страх, что я боюсь в них идти, я боюсь привязываться, ой, как мне страшно. Научитесь доверять прежде всего себе. Тройка кубков. Да, вы действительно выйдете из иллюзий, многих иллюзий относительно себя и партнерства, и у вас действительно полегче дело пойдет. И вы можете попасть в какую-то компанию, новый круг общения. Все-таки тройка кубков, да, это еще единомышленники в какой-то степени. То есть вы можете попасть туда, где такие же, как и вы. И вот там вы можете встретить человека. Это могут быть моменты по работе, в коллективе, потому что там восьмерка пентаклей. Это может, придет кто-то новый, да, в ваш коллектив. И вы, там зацепитесь взглядом. То есть, да, здесь вполне возможно, как для женщин, так и мужчин. Тут и императрица, и император, да, вышли. Поэтому здесь вполне можете. Или корпоративы какие-то, это же все-таки декабрь у нас. Но это тройка кубков. Это вот что-то вы где-то будете среди социума находиться. И это будет что-то явно не грустное мероприятие. Тройка кубков всегда веселье, всегда хорошее времяпрепровождение. Не прям праздник-праздник, не четверка, да, жезлов, не прям праздник-праздник, но тоже очень что-то может быть сыто-пьяно какое-то, да, и вы можете там встретить человека. Ну, наверное, это больше конец уже, да. Ой, я вас только очень прошу, не перетягивайте, пожалуйста, прошлые вот эти вот все моменты, предательств, там чего, не крутите это, потому что это прям сразу вылазит, и это может очень сильно вам помешать. Вообще вот познакомитесь с кем-то, представьте, что ваши отношения — это чистый лист, пожалуйста, прям представьте чистый лист перед собой и поймите, что теперь этот чистый лист заполняете вы. Он не заполнен, он не расписан, он не прописан, как вы должны себя вести, что вы должны делать, какие должны быть эти отношения. Поймите, что вы можете решать, какими будут эти отношения. Вы можете не руководить другим человеком, а себя чувствовать, как вот на чистом листе, да, что вы, то, что вы рисуете, то вы простроите. Ваши мысли, ваши все переживания, они все могут отразиться через какое-то время негативно. Поэтому будьте очень аккуратны в плане того, насколько у вас будет включаться прошлый опыт, а еще если он негативный какой-нибудь. Да? То есть вот тут вот гештальт, который может сидеть, желательно закрыть. И здесь все возможно. Гололеды, пожалуйста, избегайте.
Не падайте, берегите копчик, берегите тазобедренный сустав, будьте аккуратны, если вы чем-то занимаетесь физическими нагрузками. То есть здесь будет в зоне риска все, что связано с вашим тазом, да, и тазобедренными суставами. Нервная система, боже упаси, каких-то защемлений, еще чего-то, это может потом очень, ну, как бы быть больненько и неприятненько. То есть, если женщина аккуратна, с каблуками, бережно относитесь, потому что можно споткнуться, упасть, в зависимости от того, где вы живете. Если у вас есть зима, то, соответственно, будьте аккуратны с то, что припорошило снежком. Там может быть гольный лед. Если вы в теплой стране находитесь, соответственно, будьте аккуратны, смотрите под ноги. Здесь есть риск травма, всяких опасных ситуаций касательно копчика, да, и того всего, что я сказала. Если в целом все будет более или менее хорошо по декабрю, обратите внимание вообще в целом на суставы. То есть обратите внимание на суставы. Коллаген, пожалуйста, подключите. Я не знаю, пейте бульоны костные, да, там говяжьи какие-нибудь. Это то, что содержит коллаген. То, что будет укреплять. Может быть, кто-то медикаментозно себе поможет как-то там. Я знаю, что есть определенные специальные препараты, которые помогают наращивать, да, вот эту межсуставную ткань. Поэтому смотрите, но вот суставы и тазобедренные кости и все, что с этим связки, да, сухожилия, все, что с этим связано, у вас сильно в зоне риска. Будьте очень аккуратны в декабре. Особенно, если вы на корпоративах, не лезьте на столы, не танцуйте ни на какие барные стойки. Ну, я шучу, конечно, мои хорошие, я шучу. В общем, будьте аккуратны, да, потому что праздник веселья подразумевает, конечно же, более расслабленное состояние организма, танцы там какие-то, еще что-то. Можно и нечаянно где-то споткнуться, упасть. Не обязательно, что это корпоратив. Это может быть посиделка с друзьями или с подругой. Это может быть приятное, хорошее предновогоднее настроение, может быть суета, но вы будете находиться, может элементарно в магазин пойдете. Так вот смотрите под ноги, нигде не споткнитесь. Хорошо, будьте аккуратны. И при том это не то, что я вам сейчас сказала, вы сегодня аккуратны, а весь декабрь вот так вот. Нет, будьте в целом аккуратны, старайтесь, и Новый год, особенно в Новый год, в новогоднюю ночь, в зависимости от того, как вы планируете ее провести, тоже, пожалуйста, будьте по первому варианту аккуратны. Таз у вас в зоне риска. Воспалительные всякие процессы, да, то есть нервные всякие процессы, может быть, у кого-то грыжи в поясничном отделе, может очень сильно отдавать, могут болеть кости таза, то есть смотрите, да, может быть, ущемление где-то может быть. На всякий случай, если что-то знаете, да, где-то лучше проверьте себя. Вот такой был первый вариант, и такой был ваш декабрь. Так, а мы смотрим второй. Ничего не понимаю, у моих соседей, по-моему, появилась собака. И у меня такое ощущение, что она появилась не у них, а у меня. Я этот вот лай слышу и днем уже, и ночью, и ранним утром, и она у них всегда говорит. Что там с этой собакой происходит? Лает и лает. Как надоело уже, а? Как у нее горло не болит столько лаять. Поворчала? Поворчала? Не, ну правда, прям. Когда это там одноразовая акция, это как-то совершенно спокойно. Но когда это постоянно... Да, у меня мой противный иерофант включился. Сейчас пожужжу, пойду, расскажу, как правильно, как нет. Ладно, шутки шутками. Шутки шутками. Ну что, я вас приветствую, те, кто смотрит второй вариант. Мы сегодня с вами смотрим декабрь. Прекрасный месяц декабрь. Мы смотрим его общие тенденции. Мы смотрим
Ваши денежки, ваши хобби, вашу работу. Мы смотрим для тех, кто в отношениях, для тех, кто не в отношениях. И мы с вами смотрим ваше здоровье. То, на что необходимо в декабре обратить свое пристальное внимание. То, на что... Ох, как не хочет. Не хочет говорить вам, на что вам обратить внимание. По всей вероятности, на все. Вообще в целом на организм, по всей вероятности, нужно обратить ваше внимание. Как красиво сочетается рубашка этой колоды и вот этого камушка. Смотрите, я не знаю, вам видно, нет? Как будто бы прям вот они родные. Прикольно. Ну что, готовы? Общие энергии декабря. Это не ситуация декабря и не то, что случится завтра, а это в целом общая картина, с чем вы в декабре будете в большей степени сталкиваться или что у вас будет. Туз мечей. Очень много всяких будет в голове именно идей. А может быть, вы будете и в декабре окончательно примете для себя какое-то решение, на чем-то точно поставите точку и что-то точно для себя решите. Декабрь будет очень структурным у вас. Скорее всего, вы будете все структурировать, все анализировать. Все-таки мысли, все-таки ментал. Будете простраивать, будете планы строить. Здесь радуга. Будете простраивать планы на Новый год. Кто-то будет писать 100 желаний. Я знаю, что есть такая практика, и многие девочки ее делают. Будете что-то планировать, возможно, будете какие-то расчеты вести, возможно, обращаться к специалистам для того, чтобы вам спрогнозировали год. То есть это все, что связано с решениями, с прогностикой, но это пока не действие. Это только, я бы сказала, возможно, закрытие года, подготовка. Мне хочется сказать, что у вас декабрь в голове будет максимально активный. Да, вас прям будет кружить, вертеть. Вы будете очень много решений для относительно себя принимать, может быть, к чему-то готовиться, может быть, прям прописывать цели, планы, да, на Новый год. То есть как вы там год, или поднимете, например, если вы что-то планировали на 23-й, будете анализировать, смотреть, что у вас случилось, а что не случилось. Вы будете подводить итоги. Я понимаю, что туз мечей все-таки не конец, а самое начало, но вы будете действительно подводить какие-то итоги. Да, вы реально будете прям сводить дебет с кребетом относительно, что вы хотели, что у вас осуществилось. Это пентаклевый король, то есть вы действительно, смотрите, видите, он тут с амбарной книгой, вы прям будете для себя все проверять или прописывать, анализировать. Ну, в целом, для двоек это характерно, если часто на ментале там сидите, крутитесь, да, то вы любите, может быть, планы строить, любите прогностики различные, то есть вы можете читать гороскопы, простраивать натальные карты, смотреть все возможные системы, которые будут вам рассказывать, что вас ждет в следующем году. Это неплохо. Я тоже делаю себе разные прогностики и проверяю тоже, и сверяюсь и со своими планами, и смотрю, что мне желательно делать на следующий год. Поэтому вот мы с вами в абсолютном синхроне. Я тоже таким занимаюсь. И было бы странно, если бы не занималась, наверное. Я тоже там просматриваю. Поэтому да, вы будете вот что-то такое в декабре делать. То есть декабрь будет бурлить. Будет бурлить анализом. Может быть, вы уже начали потихонечку, да? Если так в целом посмотрим по как это называется, вылетело прямо с головы, по бытовым каким-то моментам вы примете решение относительно какого-то человека в своей жизни. И притом я не берусь здесь говорить, какого именно, потому что я уже понимаю, что в женщине может быть больше мужских энергий, а в мужчине больше женских. Поэтому это просто король пентаклей, но это может быть по факту мужчина, может быть вообще отец. Может быть, вы примете решение с кем-то примириться или окончательно завершить какие-то для себя связи, оборвать, может быть. То есть вы будете думать, размышлять и принимать, конечно же, решения. В любом случае, то, что вы примете, по шестерке жезлов, во-первых, даст вам энергию, во-вторых, даст вам силы двигаться дальше. Но, опять же,
ошибки, вы будете оглядываться, правильно ли вы сделали, правильно ли вы поступили. Будет доля сомнения, я ее чувствую, да, потому что там 7 мечей. Будете думать, а правильно ли, а не обманулся ли я, а правильно ли я сделал. Ага, немножечко вот подозрительности будет присутствовать. Может, вы захотите пройти по королю Пентаклей в новую работу, в новый проект, и вы будете действительно анализировать и думать, хотите ли вы, правильно ли это для вас, нужно ли вам это. И вот это вот все будет у вас все крутиться. То есть очень много всего будет в вашей голове в декабре. И деньги, и, возможно, личная жизнь, какие-то семейные, межсемейные отношения. Такое ощущение, что у вас почему-то, как я это вижу, все сферы свалятся на декабрь. И очень много будет вот принято каких-то решений вами. Но любое ваше решение, давайте посмотрим в целом, как на вас это скажется, хотя это далековато, но в целом. Вы будете довольны. Давайте, да, вы будете сомневаться, но это 9 кубков. Всегда опирайтесь на свое ощущение и выбирайте по чувствам. В целом вы будете довольны. Если же это что-то будет финансовое, то 9 кубков говорит о том, что, как минимум, это позволит исполнять ваши желания. Что такое 9 кубков? Исполнение желаний. Также это эмоционально-чувственная сфера. Это просто ощущение того, что мне это нравится. Вот именно ощущение, не эмоция, не это, а вот именно внутреннее ощущение удовлетворения, вы довольны. Вы будете довольны принятыми вами решениями, даже если изначально вы будете в них сильно сомневаться. Сильно сомневаться. Вам очень много будет информации в декабре поступать из вашего подсознания, это я вам точно скажу. Может всплывать какая-то подсознательная память уже прошедших каких-то вами жизней, еще чего-то, в зависимости от того, во что вы верите. Но, тем не менее, вы будете анализировать, что всплывает. Какие-то ощущения подраспакуются у вас. Почему-то я это так еще слышу. Может быть, даже понимание, в какую денежную сферу идти. Но вы будете сомневаться, да, у вас будет такое ощущение, не ложный ли это путь. С чем вам нужно быть аккуратным? Давайте посмотрим 7 мечей, еще и как возможные риски в декабре. Во-первых, да, ни на какие, пожалуйста, лотереи. Держите при себе свой телефон, кошельки, сумки. В декабре будьте аккуратны, потому что предновогодняя суета, большое количество посещения различных торговых центров, возможно, магазинов, корпоративов и еще что-то, да, чтобы вы были готовы, и на всякий случай перестрахуйтесь. Оставьте дома документы, если куда-то идете, да, то есть, мало ли, подстелите себе соломы. Вы будете чувствовать, куда вы хотите, что вам надо. Вы будете сомневаться и думать, а вдруг это ложный путь, а вдруг это иллюзия, а вдруг мне показалось, а вдруг мне привиделось. Внутренний такой конфликт между «хочу» и правильно ли это. Мне иерофант же падал там, пока я колоду тасовала. У вас будет внутренний конфликт между вашим «хочу» в декабре и правильно ли это для вас. И вообще правильно ли это в социуме. И правильно ли это относительно того, что меня так не воспитывали. Почему-то у меня прям... Ладно. Что такое? Вы будете разбирать, что правильно для вас, а что правильно в целом, вообще в целом правильно. Да? У вас будет такой вот разбор полетов. Здесь именно для себя. Делайте так, как хотите. Все-таки. Так, как чувствуете. Да, конечно, мы понимаем, что это должно быть экологично для всех участников процесса. И я здесь не говорю о чем-то токсичном, ужасном. Это все-таки ваша зона ответственности, чего вы истинно хотите, а не моя, да? Поэтому здесь вы смотрите, конечно же, сами, но все-таки делайте именно то, что приносит вам внутреннюю радость, внутреннюю гармонию, энергию, вдохновение. Потому что 10 кубков, да, потому что это вас будет наполнять, даже если изначально вам будет казаться, что, возможно, с точки зрения внешнего социума это не так уж и правильно. В детстве вам что-то запрещали, и, скорее всего, в декабре у вас будет период, когда вы себе будете много нельзя. Да, вот мне было нельзя, а теперь мне много нельзя.
Теперь мне много всего нельзя, и это мне приносит колоссальное удовольствие. Но внутри еще будет вот этот момент, а достойна ли я или достоин ли я? А на самом ли деле это мои желания? А на самом ли деле я так хочу? Да, очень много вот этого будет крутиться у вас в декабре. Ну и в целом, довольны ли вы останетесь всем тем, что происходит? Да, будете довольны. Тройка кубков. Да, вы будете довольны. Хороший разбор полетов. Что будет по деньгам? Император. Кто-то разрешит наконец-то расслабиться и выпустить свою темную сторону относительно от кого и как должны приходить деньги. Кто-то наконец-то шагнет в выстраивание своей системы, кто-то наконец-то прочувствует и поймет, что я буду управлять своими финансами, и вообще я решаю, где я хочу работать и что мне необходимо. Кто-то наконец-то примет в себе своего императора, а кто-то примет в свое поле императора. Если мужчина, то вы наконец-то начнете чувствовать внутреннее вот ощущение, что вы хотите что-то простроить. Почему здесь? Это классная карта, император. Представляете, это верхушка финансовой иерархии. Ну, то есть, наверное, вы поймете, что вы достойны, хотите большего, и, наконец-то, вы себе это разрешите. И все станет куда полегче по тройке кубков. Да? Поэтому в декабре с финансами должно быть неплохо. Давайте я еще посмотрю, кого касается император. 4 пентаклей. Хорошая карта. Да, вы себя очень сильно держали в ограничениях, и, возможно, в декабре вы это очень сильно увидите, поймете. Смотрите, здесь еще и карта силы, колесницы. Какие прекрасные карты, я все их достану и все их оставлю. Смотрите, что у нас происходит по поводу действий, возможно, вообще на самом деле, возможно, вы что-то уже в декабре и сделаете. Может быть, вы что-то, я не знаю, какой-то проект наконец-то возьмете и резко запустите, а может, работу прям поменяете, да, а может быть, вы замахнетесь и скажете, а почему это я по низам болтаюсь? Может быть, я по должности достоин чего-то большего вообще, или достойно, да, то есть отправлю-ка я резюме, куда не отправляли, а тут отправите, и там бабах, и у вас все полетит. Вы свою силу начнете чувствовать, император, карта силы, начнете чувствовать внутреннюю мощь. Действительно начнете чувствовать силу, что вы можете больше, достойны большего, что вам, еще раз повторяюсь, все нельзя, потому что было такое ощущение, знаете, какой-то сироты, что кто подаст, да кто поможет, да кто принесет. Я тут не удивлюсь, если жертва там маячила на заднем фоне постоянно. А здесь вот я вижу, что все-таки силу-то свою, темную, скорее всего, не в плане, что темную силу, а теневую свою примите, на теневой же деньги. Понимаете, на теневой много можно чего. Конечно же, с соблюдением ответственности, техники безопасности, но тем не менее сила здесь, она, я вижу, высвобождается, и вы наконец-то начнете себя как-то вот идентифицировать в этом пространстве. Вы поймете, что да на самом деле я не хочу болтаться по низам. Ответственность появится, вы не будете бояться больше расширяться. Вы начнете чувствовать, что по 10 кубков вам круто. Вам круто, если вы расширяетесь, если вы расширяете финансовые какие-то свои моменты, то есть можете позволить себе больше, не боитесь, что вам больше не придет, а вы знаете, что если вы приобретаете то, что вам по душе классно, что дает вам энергию, вам всегда вернется в виде консультаций, премии, подарков, еще чего-то. То есть вот вы уловите вот эту причинно-следственную и начнете чувствовать, эта связь расширение начнет закрепляться в материи. Вы начнете понимать, как это работает. Да? Я в своем телеграм-канале объясняла, как это работает. Особенно, как прорабатывать тень жадности. Да? Потому что по 8 мечей она может просматриваться и по 4 пентаклей. Да? 4 пентаклей – это тоже же жадничество, там ее токсичная сторона – это тень жадины. И вы можете просматривать, что как много вы себе не даете, потому что жадничество, оно не только внешнее, оно всегда внутреннее, оно всегда к самому себе прежде всего. Оно всегда к самому себе, все начинается с себя. Нам кажется, что мы для себя щедры, но нет. На самом деле нет. Внешнее жадничество только отзеркаливает внутреннее. Да? В чем я себя ограничиваю? Почему я себе жадничаю прежде всего? Чтобы денежка ко мне шла, я там что-то в этот мир даю. Да? Вот как-то так. Поэтому здесь, скорее всего, вы уловите, осознаете, поймете и
Круто пойдете по финансам. Но я думаю, что это не прям вот декабрь у вас, именно вы прям полетите. Вы в декабре это прям уловите, почувствуете, ну и, скорее всего, выйдете из какой-то вашей зоны комфорта, потому что четверка пентаклей – это еще зона комфорта. Перестанете себя ограничивать в возможностях, а поймете, что на самом деле никто уже больше внешне вас не ограничивает. Вы сами себе не разрешаете. Ну, руководствуясь какими-то прошлыми там моментами. Вы сами себя тормозили. Вы начнете ставить цели. Все, вы начнете видеть четкие цели. Рыцарь пентаклей, туз пентаклей и звезда. Вы начнете видеть цели свои, вы начнете видеть свои дальние желания, к чему вы хотите в конечном итоге прийти. Вылезете из своей скорлупы наконец-то. Ну, не могу сказать, что здесь, конечно, вот вообще здесь интересно, здесь рыцарь пентаклей, он в движении, то есть он здесь не стоит. Он не стоит. Хотя, казалось бы, карта достаточно статическая, но он здесь не стоит. Будет ощущение, что вы прям будете на низком старте. Вы будете прям готовы по колеснице рвануть. Прикольно. Прикольно, прикольно. Это что-то денежное. Ух, будет как страшно. В страхе пойдете, молодцы. Пойдете в свои страхи, будете делать то, что боитесь. Круто. Но как бы все-таки рыцарь пентаклей не очень быстрый. Это не рыцарь жезлов, но вы прям хотя бы будете к этому готовы в материи. Это меня радует. К чему выйдете в итоге? К императрице? Ну, так поймете, что страшно, это ваша императрица, это ваше желание на самом деле, это ваше желание. Если мы по женщинам смотрим все-таки, да, то вы наконец-то начнете понимать, что вы женщина, возможно, вы хотите, ну, как бы заниматься чем-то любимым, тем, что было очень страшно, но там не пахать на какой-то работе, да, там прям очень нелюбимой, и доверитесь мужчине, если он у вас есть, да, если у вас есть, доверитесь все-таки, и, возможно, сильно кайфанете от этого, и мужчина вас может поддержать очень сильно в этом, но вам может быть страшно, да, страшно, потому что, ну, нас же так не учили, вот, поэтому запрещали же себе. И здесь вы можете сказать, что ну да, почему бы нет, я буду заниматься любимым делом, а меня будут пока поддерживать моя семья, и это никогда и никому не запрещено. Нам только говорят, что запрещено, на самом деле нет. Ну, прям смотрите, защита прям у вас есть, покровители. Очень вас защищают. Ладно, хорошо, очень вас защищают. Ну, это же хорошо, да, что защищают. Не бойтесь, вы не будете бедными, вот что мне говорят. Не бойтесь, пожалуйста, что вы провалитесь в нищету. Там, я не знаю, во-первых, пятерки пентаклей у вас нет. Это для тех, у кого есть страх за будущее или страх шагнуть во что-то новое. Да, конечно, мы имеем свойство человеческое тревожиться, переходя во что-то новое, но здесь вас призывают о том, что нужно довериться, потому что высшие силы не дадут, ну, условно, высшие силы, да, всегда вы будете видеть шанс, всегда будет по тузу пентаклей реальная материальная, скажем так, подоплека, поддержка, может быть, не в виде денег, но в виде чего-то другого, ну, то есть вы не останетесь ни голодными, ни холодными, вот что вам важно понять, и не просыпаться ночью в холодном поту, да, что я сплю на вокзале. Нет, на самом деле, я у вас этого не вижу. Просто страх за будущее может вам очень сильно мешать и очень вас сильно тормозить от ощущения, что это нестабильно, я в это не пойду. А на самом деле нет никакой стабильности, это абсолютно иллюзорное понимание жизни. Рост только у тех, кто не держится за стабильность. Да, успеха достигают те, кто не держится за стабильность, потому что стабильность – иллюзорное понятие, ее нет, а тем более в наше время. Пожалуйста, оглянитесь по сторонам, какая стабильность вообще? У нас госпредприятий-то толком не осталось, да даже и там нет никакой уже стабильности. У нас все это ЧОПы, частные моменты, где ты сегодня работаешь, а завтра оно бабах и лопнуло. Ну какая стабильность-то? Опираться приходится на себя и только на тех, кто рядом с вами, только на свою семью, если она у вас так таковая есть. Поэтому стабильность – это очень так, мнимо иллюзорно. Ну да, сознание стремится к коллективной стабильности. Нам кажется, что если мы в социуме, все примерно нормально. Абсолютно ложная конструкция. Социум от вас может отвернуться в любую секунду, и вы останетесь с собой один на один. И что тогда?
Где ваша стабильность? А стабильность, она внутри, потому что вы знаете, что я есть я, и я всегда, ну, не на эту работу, ну, господи, ну, на другую пойду, ну, всегда там для поддержки штанов я что-то для себя придумаю. Ну, вот в этом, да, внутренняя зрелость, внутренняя взрослость, что если у вас еще есть какой-то навык и талант, вы всегда можете его использовать вообще из любой точки мира. И вообще не страшно на самом деле. Ну, не страшно, честно, не страшно. Вот. Но нас приучили же, что страшно, да? Нас же приучили, да? Вкоренили в нас этот страх, что страшно. Оглянитесь по сторонам, не страшно. Не страшно, вы всегда найдете выход, поверьте. Для тех, кто в отношениях, в целом все неплохо, туз кубков. Любовь, наполнение, принятие, должно быть все хорошо. Любовь, наполнение, принятие – это часто энергия. Да, вообще, что такое любовь? Любовь – это энергия. И в целом у вас в отношениях энергия, если они у вас есть, мы тут смотрим для тех, кто у кого есть отношения, партнеры, мужья, жены, есть у вас здесь любовь и есть энергия, все это дело поддерживать. То есть у вас есть энергия, все это поддерживать. Это прекрасно. Это прекрасно. Королева Пентаклей. У вас все будет хорошо, стабильно, будет хватать еще и на вас, и на детей, и если есть на внуков, если нет детей, то на вас и на партнера, на вашего любимого человека. Есть здесь, есть. Здесь действительно даже может быть момент еще. Почему-то я вижу детскую карту. Я не вижу, я просто чувствую детскую энергию. Если кому-то это актуально, то здесь такое вполне себе возможно. Есть у вас энергия на отношения, есть энергия на коммуникацию, здесь все нормально, там 8 пентаклей, общие цели, общая поддержка друг друга, здесь все хорошо. Для тех, кто не в отношениях, ну, про декабрь мы сейчас говорим, здесь никаких кризисов нет, никаких разборов полетов нет, здесь все хорошо, здесь любовь и согласие. Ну, конечно, если вы не будете принципиально идти на конфликт, то все будет хорошо. Вы занимаетесь собой, мужчина занимается или женщина занимается собой, и вместе вы строите планы, что-то планируете, хорошо. Для тех, у кого отношений нет, у вас только-только закручиваются какие-то энергии на их построение. До этого, скорее всего, у вас были энергии на что-то, ну, нужно было сконцентрировать свою энергию на что-то другое. Тут притянется какой-то товарищ или женщина, но это кубки. Это что-то тут кто-то к вам прицепится, или кто-то вернется откуда-то. Что-то кубковое, что-то кубковое. Давайте посмотрим, что-то кубковое, истощенное. А к вам зачем? На водопой, что ли? Ну да, 5 жезлов, слушайте. Тут по второму варианту вероятность проверки вашего намерения, насколько вы готовы выйти в новое. И когда происходит такая внутренняя, вы же будете принимать решение, да? А вот смотрите, как Вселенная работает. Как только вы приняли решение, вас тут же внешней ситуации проверят. Ну-ка, ты решение принял или приняла. Предашь ли ты себя? Предашь ли ты свое решение? Обманешь ли ты себя? И сразу вам тут, у вас тут кто-то, смотрите, прям вот появится, будет тут вот прям, смотрите, какая интересная здесь 2 жезлов, прям вот прицепится или никак не может отцепиться тут кто-то. Смотрите, как держит вас от того, чтобы вы наконец-то двинулись вперед. Да, это что-то из прошлого, какая-то история может здесь случиться, повториться. Не то, что она случится, повторится, а вас будут проверять. Хочешь проверить, да? Смотрите, как вот прям 5 жезлов. Или с конфликтом к вам кто-то явится, или с претензией с какой-то. Прям вот 100% здесь что-то такое будет, и будут проверять, будут опять по влюбленным петь в уши вам. Мы же с тобой одной крови, мы с тобой одних там душа напополам, мы с тобой там, да. Кармические, магические, какие там, вот эта вся ерунда, которая неправда. Племена мы с тобой. Это, не ведитесь, пожалуйста, на это все. Никаких племен и пламен не существует. Сколько на тонком плане искала племен всяких вот этих полевел или кто. Нету там этого. Ну, нету там. Ну, нету. Нет, мои хорошие, не нету, а нет, да, я тоже еще там грамота у меня, конечно. Так, нет, ваша задача не включаться, 4 мечей, пожалуйста, оставьте человека там, откуда он пришел, потому что он вас держит, тормозит от
принятых вами решений, от улучшения вашей жизни. И это будет всегда, это проверки на намерение. Пройдете, нет, откатитесь назад, ваше право, вы можете, но потом придется все заново идти. То есть в декабре будут проверки по отсутствию, у кого нет отношений, да, будут проверки на всякие прошлые истории. Карта мага говорит о том, что сосредоточьтесь на себе, на своих желаниях, на тех намерениях, которые вы приняли. Да, смотрите, вы что-то откроете для себя, это что-то финансовое, это тройка пентаклей, может, даже будете встречать единомышленников, которые вам будут прям подсвечивать и поддерживать вас на этом пути. Вот там история по четверке мечей, ничем вам, для вас хорошим она не закончится, да, вот там что-то из прошлого, поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны, не влипните опять в старую паутину, мне говорят. Не влипните, пожалуйста, в старую паутину. Вас это вообще вынесет не туда, куда вы хотите, если влипнете. Если не войдете, что там? Смотрите, вы можете даже рискнуть. Ну, можете даже рассмотреть этот вариант, но ваша четверка жезлов, а это там совместное проживание, возвращение или планирование, опять же таки, совместных каких-то моментов, закончится башней в любом случае. Зачем? Да? Сразу не нужно, просто потеряете время и деньги, скорее всего. Да, это просто искушение, на что луканетесь, да, по 15-му. Не надо. Я вас сразу предупреждаю, не надо, идите дальше. Желчный пузырь. Обращайте внимание на свой желчный пузырь. Камушки, работа печени, работа желчного, выделение желчи, эссенциали, пожалуйста, алахол. В декабре ваше все. У вас, скорее всего, что-то здесь может быть застой по ЖКТ, именно, по ЖКТ, застой по всякие желчегонные, попейте-ка. Желчегонные попейте. Что вы едите? Как вы едите? У кого-то беспорядочное, здесь слышу точно, питание. Прям бардак какой-то в еде. Найдите, я слышу фразу, найди для себя, такое выражение слышу, найди для себя комфортный образ употребления пищи и того, что ты ешь. Обращай внимание, говорят, на то, что ты ешь. Какой-то здесь беспорядок, и это усугубляет выделение желчи. У вас вот этот вот что-то нарушено. Может, заворот идти. Сделайте УЗИ. Камни, не камни, сделайте УЗИ. Да, пожалуйста, потому что король мечей – это все-таки резкий и жесткий вопрос может встать относительно желчного пузыря. Если его нет, у кого-то так тоже может быть, то все равно, пожалуйста, будьте аккуратны. Опять же таки, что вы едите. Вам необходима заменяющая какая-то желчегонная момент. То есть алахол, что там еще? Что пьют? Урсасан, Ессентуки, там номер какой-то, я знаю, что хорошо очень помогает. Ну, на постоянной основе, конечно. Потому что вам это прям нужно, это прям уже какая-то жирная проблема, которую нужно прям взять под контроль. Тошнить может, вот это все вот всякие застои или резкие выбросы, потому что девятка жезлов говорит о том, что можно даже приболеть на этом фоне. Или даже довести до каких-то оперативных вмешательств. Если камни или еще что-то в желчном, сами понимаете, ничего хорошего, да? Не жалейте, пожалуйста, мне говорят, на это денег. Это вот о внутреннем жадничестве. Почему вы жалеете на это? Все, у меня нет денег, чтобы на это там пропить что-то. Ой, так дорого все в аптеке. Ой, там это, ой, да то. Сейчас другие приоритеты. Сейчас, то есть такое ощущение, что вы какие-то важные моменты в своем организме обходите стороной. Обходите стороной. То есть не видите, что вам что нужно обратить на это внимание, а вам нужно. Вообще желудок, вот это вот ЖКТ, печень, желчный, вот кишечник сюда же. Вот вам прям нужно обратить внимание, что вы едите, что вы пьете.
М, И не жалейте для себя денег прежде всего. Вам нужно себя лечить. Во, да, иначе вас очень сильно обратят ваше внимание на это. Что еще хочу сказать? Вот пока буду собирать, в целом у вас здесь достаточно понятно все, ну, обращайте внимание. Что еще хочу сказать? По здоровью, да? Очень часто мы здоровье почему-то переносим на высшие силы. То есть мы просим здоровья у высших сил, мы там просим исцеления, еще чего-то. Во-первых, все уже, которые у вас есть, вот, например, вы с ними родились или в детстве вылезли какие-то моменты по здоровью, это отголоски и нарушения кармических законов в прошлой жизни, законов мироздания в прошлой жизни. Да, вот если уже с детства есть какое-то заболевание, это причина следственная из прошлых фонит. То есть здесь мы просто стараемся, мы это принимаем и стараемся исцелиться. Если же вы здесь жестко нарушаете, опять же, такие какие-то моменты по вашим задачам души, не понимаете их, тянете прошлый опыт, там, ну, в общем, да, не хотите решать те задачи, которые перед вами стоят в этом, или жестко нарушаете там законы, еще раз я обращаю внимание, да, вас или лезете куда не надо, особенно там в чужие жизни, без запроса работаете или там спасаете, помогаете, вас будут посредством физического усугубления того, что у вас уже есть, обращать ваше внимание на себя, чтобы вам не было дела больше ни до кого, кроме себя любимого. Просить исцеления и делать то же самое достаточно абсурдно. Да? Нужно сделать анализ своей жизни и обратить внимание именно психосоматику посмотреть. Да? Обратиться к специалистам, откуда фонит, почему это заболевание меня сопровождает, разобраться в этом вопросе. И когда я обратилась к учителю, как вообще вот эта вот вся взаимосвязь по здоровью, да, вот как она у нас вообще связана, и вообще ответ идет такой, что здоровье, да, это наша зона ответственности. Наше здоровье, наше тело – это причинно-следственная связь, совокупность наших действий, событий или бездействий. Никто вам кару небесную не посылает. Никто вас не будет исцелять. Это не входит в компетенцию высших сил. Ваша задача самому разобраться в этом, в почему, что фонит, сигналит по здоровью, и стараться это инструментами, которые сейчас даны в полном объеме, как энергетические, так и медикаментозные, это совокупность, да, всего причинно-следственных, исцелить. Ни ваши хранители, ни ваши учителя ничего с вашим здоровьем сделать не могут по той простой причине, что эти прекрасные наставники находятся на тонком плане, у них нет тела. Ваше тело только ваша зона ответственности. Поэтому, откладывая свое здоровье, а потом, когда у вас что-то стреляет, вы «О Боже, за что мне эта небесная кара?» говорит о том, что там просто сидят глаза на вытаращ, ну, и там нет глаз, ну, в целом, да, метафорически. Какая небесная кара? Ты халатно относишься, вкидываешь в себя непонятно что, не берегешь свое тело. Теперь тебе кто-то виноват. Странно, правда? Вот так, если мы на это со стороны посмотрим. То есть ты разберись, ты пересмотри свое питание, ты пересмотри свой образ жизни. Есть ли у тебя вдоволь физических нагрузок? Как ты вообще, что происходит? Ты же взрослый человек. Да, конечно, нам же лень. Проще там, я не знаю, пельмешей отварить, вкинуться, сосиску там съесть, еще что-нибудь. Это же так просто. Это же так легко. Потом камни в желчном. С легкими непорядок, еще что-то. Но я не говорю, конечно, внешние какие-то, внешние тоже влияют, но тут же тоже зависит от того, как вы относитесь к своему здоровью. В любом случае, как вы относитесь к своему здоровью. И это не только внешние составляющие, это еще и внутренние составляющие. Ваши эмоции, ваши чувства, все находится внутри, все влияет.
Поэтому здоровье, мои хорошие, это ваша зона ответственности. Что вы посеете в свое тело, то вы пожнете. Никто вам не виноват, если у вас где-то что-то проседает. Поэтому это, я знаю, что многих это будет раздражать. Как же хочется ж всегда виноватого найти, правда? Вот всегда кто-то виноват. Если не врачи, там еще что-то, кто-то внешне, да, там лекарства дорогие и так далее и тому подобное, так значит высшие силы наказывают. Вот, Господи, кто угодно, только не я. Вот кто угодно же, только не я. Никто вас не наказывает, вы сами себя наказываете причинно-следственными связями. Есть всегда причина, есть всегда следствие. Копайтесь, ковыряйтесь, изучайте себя и поймете, и можете поправить свое здоровье. Конечно, если вы не идете не туда, куда надо, вас именно ваше же тело будет останавливать, потому что ваша душа общается с вами посредством тела, если вы не знали. Ваша душа сигналит вам в тело, ощущениями в теле, не в голове. Ощущениями в теле. В голове вы можете фантазировать и хотеть все, что вы хотите. Там вообще могут быть театры в башке у вас, в голове. А вот только тело вам жестко транслирует истинную картину. Вот так по второму варианту. Потому что вот прям тут очень какой-то фонит момент у кого-то, я не говорю, что у всех, у кого-то связки высших сил и здоровья. Это вообще никак не связано. Никто на тонком плане ваше здоровье не трогает. Вам при рождении выдается тело, и с этого момента тело является вашей зоной ответственности. Я понимаю, что в детстве вас родители берегут, чтобы вы не убились, там еще с вами не покалечились, а когда вы входите в более сознательный возраст, вы занимаетесь самостоятельно дальше своим здоровьем. Все. Может быть, кого-то это наконец-то отрезвит, и кто-то займется собой. Ну что, я вас приветствую, те, кто выбрал третий вариант. И сегодня мы с вами будем... Где граница, чтобы и вам, и мне было видно. Мы сегодня с вами смотрим ваш декабрь. Мы сегодня с вами смотрим ваш декабрь. На что вам обратить внимание? Все вроде разложила. Готовы? Давайте смотреть. Общие энергии декабря. Деньги, работа, хобби. Все, что приносит вам доход, неважно. Если вы в отношениях, если вы не в отношениях в свободном полете, на что обратить внимание? По здоровью. По здоровью могу ругаться. По здоровью могу ругаться. На втором поругалась. Так. Ага. Так. Что-то будет в декабре ощущение, что все свалилось. Все свалилось очень быстро, очень сразу. Всем от вас что-то нужно, все от вас что-то хотят, цепляются за вас, кому-то нужна какая-то помощь, это будут уроки на спасательство, кто-то будет с вас что-то требовать, прям можно даже так сказать. Кто-то будет предъявлять вам претензии, кто-то будет вас дергать по работе, у вас будет очень много дел в декабре, и вы будете просто сказать, что на расхват, ничего не сказать.
Если в какой-то момент своей жизни вы страдали от того, что никто на вас не обращает внимания, к примеру, да, или вы находитесь там условно в отшельниках, ну, скажем так, намерение, чтобы вы стали более активным, могло сработать немножечко искаженно, потому что тут будет очень много желающих что-то от вас то ли получить, то ли каким-то образом прокоммуницировать. То есть тут вот прям вас будут со всех сторон. Декабрь будет у вас мощный. А еще хочу сказать так, все-таки это пятерка жезлов, он может быть еще и конфликтным для вас. Может быть еще и конфликтным, потому что вы будете какие-то вопросы решать, и вы будете разруливать много достаточно сложившихся конфликтных ситуаций. Не то чтобы вы прям будете это специально делать, но давайте так, провокации, чтобы вы это начали все разруливать и решать, они будут прям очень явные, очень активные, очень такие прям на поверхности. То есть это прям будут ситуации, в которые, возможно, вам придется что-то делать. Может быть, просто наблюдать, а может быть, прям конкретно какие-то... Да, смотрите, то есть вплоть до того, что где-то придется делать, растаскивать какие-то моменты, решать, вам придется очень много решать, это иерофант. Да, здесь придется возглавить какие-то, возможно, финансовые вопросы, ну, то есть проконтролировать их, то есть прям ваше участие будет все-таки очень ярким. К вам могут идти за советом. Как правильно поступить, что сделать. Могут задавать вопросы, могут просить помощи. Здесь очень много может быть всего. И вам действительно в декабре будет очень сложно. Это десятка жезлов. Вы в какой-то момент вам будет захотеться спрятаться, отойти куда-то за угол. Да? Здесь девушка красиво заходит в тень. То есть вам действительно будет хотеться уйти в тень, пусть оно решится без вас, потому что прям оно вас достанет. То есть в декабре вас прям допекут, достанут. И вы будете хотеть закрыться от этого всего, уйти и просто устанете. Ну и морально, может быть, и физически устанете, что очень как-то много всего у вас в декабре на вас упадет. Поэтому здесь, конечно, мои прекрасные, декабрь у вас суетной и неблагостный. Знаете, есть суета, она благостная, хорошая, предпраздничная, приятная, да, а есть суета вынужденная, какая-то конфликтная, какие-то претензии вокруг, все нужно разрулить, все нужно довести до ума, и нужно, чтобы этим процессом кто-то проруководил, и как-то нужно еще правильно вырулить-то из этого всего, не просто лишь бы как, да, есть же причина следственная, нужно же вырулить так, чтобы потом впоследствии было все хорошо. Тут вот, смотрите, конечно, будьте аккуратны. Что еще? Это много будет еще рабочих процессов. Видите, восьмерка пентаклей, это будет касаться вашей деятельности, потому что вот здесь что-то все-таки много будет каких-то вопросов по работе решаться. Там 15-й. А что? Что здесь, урок какой-то за этим стоит? Да, вас учат. Да, это действительно урок. Это паш Пентакли, это прям урок стопроцентный. Давайте разбираться, чему будут учить вас, ну, чтобы вам помочь себе, да? Соломы подстелить на декабрь, немножечко как-то понимать хоть, что с этими всеми ситуациями делать. О чем? Чему будут учить? Чему-то вас в материалке учат, что-то по материи. Во-первых, изначально не бойтесь, мне говорят, что все в конечном итоге будет хорошо. То есть ситуация курируется, и ситуация, контролируемая внешними высшими силами, вашими учителями, она контролируется. То есть нельзя сказать, что вы брошены на амбразуру, нет. Она ведется, она курируется. Будьте очень аккуратны и очень внимательны в принятии решений. Да, здесь действительно будет много. Но здесь очень важно трезво ко всему подходить и прежде всего рассматривать все-таки свои интересы. Да, это по 15-му, это прям в материи конкретно на вас навалится. Это касательно, может быть, денег, финансов, потенциала.
из семьи. У вас очень много всего, у вас закрутится, прям, понимаете, тут и семья будет, и работа, и, возможно, какие-то вот еще финансовые моменты. Чего касается-то? Всего мне говорят. Тут и деньги, и все подряд. Так, хорошо. А в чем заключается урок? Как здесь нужно его проходить? Как женщина мне говорят, как императрица. Нужно суметь не раздолбать по башне, да, а исцелить по императрице. Все-таки переходите в решение вопросов в более мягкие энергии. Не в плане, ну, то есть, как император вы, конечно, можете, как иерофант. Сейчас. Иерофант у нас это правильно, неправильно. Это традиции, это правила, понимаете, это догмы. Но это догмы мироздания. Это правила мироздания. То есть не так, как принято в обществе там поступать, а поступайте по справедливости. Понимаете? По справедливости. Здесь карта справедливости просто очень активна. То есть это все-таки финансовые, юридические, там разные будут вопросы. Документальные будут вопросы. Все свалится, все со всех сторон. Это и больницы, и система, и учреждения, и купли-продажи, и сделки, и товарообороты, и все, что связано реально просто в обычном мире. Но принимать вы решения должны по высшим законам мироздания. По совести. И прежде всего рассматривая, вы-то по десятке пентаклей, что с этого вообще имеете? Зачем вы это делаете, да? Или не делаете? Каждое ваше действие будет очень внимательно рассматриваться, наблюдается, ведется, да, как вы поступите, как вы усвоили уроки, сколько всего вы осознали. То есть у вас серьезная идет проверка здесь. А на что именно проверяют? Давайте посмотрим. Я уже сказала, что вас учат применять все ваши знания в реальном мире. Вот вы очень большой обладатель различных знаний. И сейчас, в декабре, именно к концу года, я так понимаю, это уже в ноябре у вас началось, у вас ноябрь-декабрь, это будет проверка на то, как же вы все эти знания теперь сможете применить. Говорят, 2024 год, я еще пока сама лично не знаю, но есть такие уже прогнозы, он кармический. И сейчас вам дается возможность очень быстро и много захлопнуть всяких кармических моментов по страшному суду все-таки, по карте справедливости, да, закрыть много разных кармических моментов и не тащить их в Новый год. Не перетаскивать, чтобы следующий год был уже у вас в новом видении и ощущении себя. Поэтому так много свалится в декабре. Да, король мечей. Выключайте эмоции, не старайтесь включать там сострадание, еще что-то. Здесь проверяется сила вашего намерения. Здесь проверяется ваш 15-й аркан, не забывайте. Здесь будут проверяться деньги, будет проверяться спасательство. То есть все то, что у вас может быть слабенько. Да, все то, что у вас может быть слабенько. И не бойтесь, если вас кто-то будет осуждать, если вы как-то не так скажете или поступите, но вы будете знать внутри, что да, вы поступаете правильно. То есть вот эти какие-то моменты, которые очень могут казаться внешне жестковатыми, по факту будут верными. Вы пройдете те задачи, может быть, уроки, да, которые вот что тут, собственно говоря, от вас хотят. Да, интересно, это король мечей, да, то есть здесь нужно прям вот контролировать ситуэйшн, и не одну будет, и при том стараться очень аккуратно принимать каждое ваше решение именно в действии, очень аккуратно действовать, да? Да, да-да-да. Стояло у кого-то намерение доверять Вселенной, да? Если у кого-то стояло, то тут из прошлого вам сейчас торбу высыпят специально, чтобы вы это побыстрее к Новому году закрыли. Торбу, выражение такое. Корзину, да? Корзину высыпят задач, чтобы вы побыстрее их закрыли. Давайте посмотрим, справитесь ли вы с ними. Справитесь ли вы с ними? Да, вы справитесь, десятка кубков, у вас все получится. Мне говорят, за деньги не переживайте.
Вы за деньги переживаете. Я только сказала, и пятерка пентаклей. Вы за деньги переживаете, за финансы переживаете. Давайте посмотрим, стоит ли вам за них действительно переживать. Давайте посмотрим. Нет. Вы остаетесь королевой пентаклей. Для мужчины, ну, неважно, да, вы все равно при своих пентаклях. Даже если внешне вам будет казаться, что все очень сильно плохо по деньгам, или страшно, или непонятно, да, или какая-то очень шаткая ситуация, старайтесь держать ну, я знаю, как это сложно, честно, я вас понимаю, но здесь все-таки, видите, десятка кубков. Старайтесь, вы же ставили намерение где-то довериться, возможно, что-то осознать для себя, что-то проработать. А не бывает осознаний без проработки. Ну, не бывает, и это ничего это вам тогда не даст. Если вы что-то осознали, у вас тут же прилетит проверочная ситуация, чтобы вы закрепили в материи свое осознание и получили бесценный опыт для души. Бесценный опыт для души. Для высших сил ваша там финансовая сторона, она вообще мало интересна. Ей важно получить опыт для души, закрепить новое знание. То, что вы там осознали, вот это важно для высших сил. Они курируют ситуацию, ведут, но вы все равно остаетесь, ну, как бы в целом, да. Хотя внутренне, да, у вас прям может быть кризис, такой вот тревога, переживание, что происходит, да, почему вот так вот все случилось, сложилось. Так что по деньгам там в итоге? Покажите конкретно финансовую сферу. Тут мужчина еще завязан, мне показывают, что тут мужчина каким-то образом еще находится в каком-то конфликте рядом с вами. Пятерка мечей, тут что-то у него какие-то, ой, какие-то моменты, как он с вами завязан, не знаю. Но тут еще какой-то мужчина завязан. Тут пентаклей. О чем речь-то в конечном итоге? Тут что-то целая куча всего. Очень много разных ситуаций. Давайте так, в конечном итоге, давайте, тут показывают, что будете вы проходить все эти ситуации, тут не только, тут и мужчина завязан, и там выпадает много разных ситуаций, которые в декабре вы будете решать, и финансовых вопросов вы тоже будете достаточно большое количество решать. В конечном итоге вы останетесь при своем короле пентаклей и в зоне и, ну, в финансовой безопасности. Это король пентаклей и карта умеренности. Все-таки вы останетесь в безопасности. Ну, то есть вы не при правильных ходах вы вы выйдете из этого болота, мне говорят. Что там у вас за болото, не знаю. При правильных просчитанных ходах вы выйдете из этого болота. Вот. Не потеряете свои деньги, может быть, или вернете свои. Может, кто-то судится, да, тут я же не знаю, карта справедливости, она по-разному может быть. Может, кто-то кому-то тут денег должен, и вам нужно просчитать свои ходы, максимально подключить весь свой ментал, всю свою смекалку, всего своего короля мечей для того, чтобы идти. Вот теперь вам нужно правильно разграничить светлые и темные стороны. Ох, ничего себе у вас задачка. И сыграть эту партию так, чтобы не остаться с носом. Но высшие силы говорят о том, что ты справишься. Ты можешь. У тебя в потенциале карта силы. Можешь, справишься. Не переживай, у тебя все получится, но если вы переживали. Да, вы должны разграничить императора и императрицу, понимаете? То есть вы должны смело и те энергии проявить.
Вы сможете, у вас получится. Поэтому да, декабрь у вас будет мощный, перед вами будет прям задача за задачей, задача за задачей. Ну, вы прям знаете, из зоны комфорта выйдете максимально, я бы так сказала. Ну, все будет хорошо, не переживайте, у вас получится. Если вы переживали, может быть, сомневались, нет, у вас все получится. Для тех, кто в отношениях, вам вообще будет не до отношений, вы вообще их уберете, отставите сейчас, они там будут где-то и будут. Четверка мечей, вам вообще будет абсолютно все равно, как там, что там сейчас с вашим партнером, у вас в декабре будет вообще абсолютно есть чем заниматься. Есть чем заниматься, да, то есть вы немножечко их отодвинете на второй план, будут себе там где-то и будут, и как-то мне сейчас сильно не до них. Да, у вас не будет энергии и сил, 8 кубков, вам вообще будет не до своих отношений. Давайте в целом посмотрим общую температуру в декабре, как будут ваши отношения. Да никак, как есть, так и будут. Вот, то есть, вот, давайте так, вы не будете вообще, вы не будете на них никак сфокусированы. Они не будут затрагивать ни ваше внимание, ни ваше время, ни ваши силы. Вы будете все вот здесь. Тут я почти всю колоду вам достала. Вы будете все вот здесь. Для тех, кто не в отношениях вообще, ну, вы заняты своими делами, видите, это 6 мечей. То есть вы свободно идете по жизни, вы решаете свои задачи, вы работаете, как считаете нужным, делаете то, что считаете нужным. Возможно, вы будете планировать какие-то поездки. Может быть, все-таки 6 мечей, она имеет место быть, как различные передвижения, да? Может быть, вы их будете там планировать или о чем-то думать. Но это пока только в планах, в думках. Касательно сейчас конкретно входа прям вот в какие-то отношения и конкретно что-то там развивать, вы сейчас не хотите. У вас идет карта сопротивления. Вы говорите о том, что пожалуйста, мне сейчас не до этого, отношения будут, ну, как-нибудь потом. Да, вы говорите, ну, потом как-нибудь, я сейчас решаю свои вопросы. Вы действительно их будете решать. А знаете, как вы рассуждаете? Вот у вас есть такое рассуждение, которое присутствует у многих людей. Вот вы знаете, я не жду никакого принца, я села на коня и поскакала, или поскакал, да, а принц, он меня как бы захочет, догонит. Это в прямом смысле слова вот где-то вот такое вот у вас какое-то внутреннее состояние, может быть, ощущение, может быть, вы действительно так думаете о том, что, ну, давайте, принцы, это все прекрасно, но мне как бы некогда, мне тут дела решать нужно, принц догонит. Или принцесса, да, или принцесса догонит, а мне некогда там за принцессой бежать, у меня тут дел вообще по горло, как-нибудь у меня тут финансовая сторона жизни должна как-то решиться, тут что-то вы финансово, да, какие-то тут вопросы решаете. А принц, он будет потом догонит меня как-нибудь, если сам захочет. Ну да, то есть вы как-то вот в этом плане сильно в себе уверены. Хорошо, что у вас, а вообще отношения-то здесь они могут в целом быть? Да, у вас есть любовь, вы можете ее дарить, если вы это считаете нужным, если вы хотите. Да, внутри вас это чувство есть, но вы его не всегда проявляете и не так, как, ну да, скажем так, вы порционно выдаете это ощущение и только в достаточно узком кругу, потому что вы очень сильно подозрительны вообще сами по себе, да, и не доверяете. Ну, это ваше личное, конечно же, ваше личное. Так, у вас же тут есть проверочки на доверие, да? Здоровье, кишечник. Воспалительные процессы, несварение, расстройства будут в декабре вас сопровождать. Может быть, вы пропивали антибиотики, или вам придется их пропить, да, то есть мало ли что. В целом, может быть, в питании что-то изменилось, может быть, вы рацион свой поменяли. То есть, ну, и сразу же, конечно же, кишечник отреагирует. Это будет обычно первое, что реагирует. А вообще будьте аккуратны. Мы уже знаем, что в кишечнике у нас находится иммунитет. И чтобы иммунитет не страдал, да, нужно восстановить микрофлору кишечника. А я вам так хочу сказать, у вас будет расстройство 100%, или вас будет сопровождать расстройство, потому что кишечник – карта колесницы. Будет нести.
Я не знаю, как это, диареи могут быть частые, да, то есть что-то вот такое, что-то какой-то дисбаланс, может быть, на нервной почве в большей степени, да, может быть, еще на нервной почве. То есть у вас может срабатывать психосоматика, нервничаете, волнуетесь, переживаете, сразу побежали, да, там как-то так. Часто еще так бывает у людей перед поездками, полетами, вот какие-то переживания способствуют послаблению стула. Поэтому будьте вот в этом плане аккуратны. Ну, все восстановится по рыцарю Пентаклей, мне говорят, все восстановится, не переживайте, закрепиться, закрепиться, приложить к этому небольшие ваши усилия. Да, все будет хорошо. Просто восстановится. Пропейте Линекс, что там, Хилокфорте, то, что восстанавливает стенки кишечника. Задачу поставьте, мне говорят, намерение поставьте на восстановление, исцеление. И, конечно же, принимайте внешние действия какие-то, да, то есть не просто мы там помечтали, а мы еще и сделали. Не то, что помечтали, не просто намерение поставили, а еще и сделали. Пожалуйста, не думайте, что решится само. Не надейтесь на удачу, мне говорят. Не надейтесь на авось пройдет. Семерка мечей, колесо фортуны. Не надо надеяться, само пройдет. Нет, по четверке жезлов, пожалуйста, предпринимайте какие-то меры относительно, чтобы не было обезвоживания. Да, чтобы не довести до каких-то резких, очень серьезных моментов. Это рыцарь мечей. Тут еще, ой, карты полетели. Ну, в общем, я предупредила, да? По здоровью я вас предупредила. Так-то в целом вроде ничего, а вот пищеварительная система, да, работа кишечника могут вас немножко подвести. Ну, много задач, много будет волнений, переживаний, это будет сказываться на организме. Может, съедите что-то не то. Будьте внимательны, да, что вы едите, какие продукты, какого они качества, нет ли каких-то просроченных, может, там что-то... Знаете, бывает иногда мы безответственно относимся. Вот оно там как-то вот там вроде как уже ты смотришь, то вроде еще ничего, но вроде как уже что-то и не то, там салат какой-нибудь вчерашний, ай да съем, ладно. Ага, и потом, соответственно, можно так травануться, да, что прям будет вообще сильно нерадостно там. Поэтому очень будьте аккуратны, следите за свежестью продуктов, да и вообще в целом за тем, что едите. И кишечник в декабре будет просить вашего пристального внимания к себе. Поэтому будьте в этом плане, пожалуйста, тоже внимательны и аккуратны. Не пускайте, мне говорят, на самотек. Не надейтесь на удачу, не нужно надеяться на фортуну. Ваше здоровье – это ваша зона ответственности. Я уже по второму варианту об этом сказала. И вам тоже повторюсь, никто ваше здоровье не курирует, а ваше здоровье курируете вы. Вот. И следите за ним тоже вы. Вот такой был у нас расклад на декабрь.